тихом пригороде Чикаго, где аккуратные домики прятались в тени кленов, Август Хантер стоял у входа в муниципальный приют для животных. Августовское солнце раскаляло тротуар, но он почти не ощущал жары, слишком погруженный в собственные мысли. Сегодня его сыну Генри исполнился ровно год. Вместо праздничных хлопот Август искал способ подарить семье хоть немного света в их непростое существование. Год назад все казалось совершенно другим. Август и его жена Люси готовили грандиозный праздник для своего первенца, заказали торт в форме жирафа, купили массу развивающих игрушек, пригласили друзей с детьми. Но судьба распорядилась иначе. Роды начались внезапно, на 32-й неделе. Август до сих пор помнил каждую минуту той ночи. Звонок Люси прямо с работы, сумасшедшую гонку по ночным улицам до госпиталя, бесконечные часы в приемном отделении. Схватки были тяжелыми, врачи предупреждали о возможных осложнениях, но никто не мог предугадать, насколько все окажется серьезно. В родильной палате царило напряжение. Ритмичные сигналы мониторов смешивались с командами докторов и тяжелым дыханием Люси. После 18 часов мучений на свет появился их долгожданный сын. Первый крик Генри прозвучал как музыка, но радость длилась недолго. Август заметил тревогу на лицах врачей еще до того, как малыша унесли. 2 часа в комнате ожидания показались вечностью. Когда к нему подошел нейрохирург с серьезным выражением лица, слова прозвучали как приговор: повреждение спинного мозга в результате осложненных родов. Нижняя часть тела ребенка парализована. Врач говорил про реабилитацию, современные методики, но Август слышал только одно: как сказать об этом Люси? Следующие месяцы превратились в бесконечный круг больниц и процедур. Утренние перевязки, дневные консультации, вечерняя физиотерапия. Август метался между архитектурным бюро и госпиталем, но самым тяжелым стало состояние Люси. Послеродовая депрессия, усугубленная диагнозом сына, превратила некогда жизнерадостную женщину в бледную тень самой себя. Она часами сидела у окна детской, механически выполняя инструкции медсестер, но внутренне словно отсутствовала. Психотерапевт назначил антидепрессанты, но казалось, что лекарства только усиливают ее отчужденность. Август искал выход. Ночи напролет он читал истории других семей, консультировался со специалистами, перепробовал множество советов. Именно тогда он наткнулся на статью о пользе животных в реабилитации детей с особенностями развития. Детский психолог, у которого они наблюдались, поддержал идею: собаки часто становятся мостиком между ребенком и миром. Они дают безусловную любовь и мотивацию двигаться вперед. Но Люси восприняла идею в штыки, боялась лишней ответственности. И вот теперь, в первый день рождения сына, Август решился. Приют находился в старом кирпичном здании с облупившейся вывеской. Внутри пахло дезинфектором и кормом. Десятки глаз смотрели на него из клеток, но один взгляд зацепил особенно. В углу последнего вольера сидел маленький лабрадор. В отличие от других, он не прыгал и не лаял, а спокойно наблюдал за происходящим. Золотистый щенок был задумчивым и милым. «Это Рокки», — объяснила сотрудница приюта Мэри. Его хозяин умер 3 месяца назад. Он удивительно спокойный. Мы даже брали его в детское отделение, прекрасно ладит с ребятами. Что-то в глазах Рокки тронуло сердце Августа. Он провел с ним почти час, наблюдая за поведением. Пес оказался умным, терпеливым и ласковым. Оформление документов заняло несколько часов, анкеты, собеседование, даже письмо от психолога Генри. Наконец, все формальности были улажены, и Рокки официально стал частью семьи Хантеров.
По пути домой Август заехал в зоомагазин, купил миски, лежанку, игрушки, специальный поводок. Затем забрал из кондитерской заранее заказанный шоколадный торт, без украшений, но все же торт. Вечером он вернулся домой. Люси встретила его равнодушно. «Серьезно, Август? Собака. У нас и так проблем достаточно». Но прежде чем он успел ответить, из детской донесся радостный визг Генри. Малыш, лежавший в окружении подушек и аппаратуры, оживился, увидев пса. Рокки осторожно подошел к кроватке, понюхал край матраса и аккуратно лизнул ручку мальчика. Реакция Генри поразила всех. Обычно тихий и безразличный, он рассмеялся и попытался дотянуться до мягкой шерсти. Его глаза сияли, а лицо озарила первая настоящая улыбка за долгие месяцы. Даже Люси не смогла остаться равнодушной. Она молча наблюдала, как пес осторожно взаимодействует с ребенком. В последующие недели в доме произошли перемены. Рокки подстроился под режим Генри, просыпался до приема лекарств, всегда был рядом во время упражнений. Особенно важно было то, как он помогал при болезненных процедурах. Стоило мальчику заплакать, пес тихо подходил и клал голову ему на колени. Это успокаивало лучше любых слов. Через 3 месяца случился первый прорыв. На занятии физиотерапии Генри, тянувшись к Рокки, самостоятельно перевернулся на живот. То, чего не удавалось достичь месяцами, произошло благодаря желанию поиграть с другом. Этот успех вдохнул надежду в семью. Люси начала посещать курсы по работе с терапевтическими собаками, узнавала, как использовать общение с ними для упражнений. Постепенно ее депрессия стала отступать. В доме снова зазвучали детский смех, лай и тихие колыбельные. Жизнь ожила. А однажды, в холодное ноябрьское утро, Рокки настойчиво залаял. Родители заглянули в детскую и замерли. Генри, держась за поручни, установленные вдоль стены, пытался сделать первые шаги. Ножки дрожали, но глаза горели решимостью. Рокки шел рядом, готовый поддержать. Люси закрыла лицо руками, сдерживая слезы. Август обнял ее за плечи. Первый шаг, второй — это был переломный момент. Ко второму дню рождения Генри уже мог передвигаться с помощью ходунков, а Рокки неизменно был рядом. Врачи называли его прогресс исключительным. История семьи Хантеров привлекла внимание медицинского сообщества. В одной из детских клиник Чикаго открыли программу реабилитации с участием собак. Август стал активным участником родительских групп поддержки, а Люси вернулась к работе учительницей, ведя занятия для детей с особыми потребностями. Рокки стал не просто домашним любимцем, а настоящим героем семьи. Он помог мальчику встать на ноги и вернул родителям веру в будущее. История Хантеров вдохновила многих, напомнив, даже в самые темные времена может появиться свет, иногда в облике преданного четвероногого друга. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.